Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, гости моего канала. Меня зовут Оксана. Я рада вас приветствовать на канале, который так и называется Оксана Елизарова «Про вязание и жизнь». Связался у меня вот такой плед для новорожденной малышки. И вот такие вот носочки. Но сегодня разговор у нас пойдет о пледе. Вязала я его из пряжи Alize Burhum Baby Batik и английской пряжи. Так, название подпишу, забыла. Так как на улице сегодня солнечный день, я решила отснять ролик на улице. Ушло у меня один моточек на обвязку розовой пряжи и 4 моточка на сам плед. Параметры бурхума в 100 граммах 210 метров, а розовая пряжа в 100 граммах 375 метров. Сам плед вязала спицами номер 6, обвязку крючком номер 5. Вообще плед правильно смотреть вот так. Но получилось у меня так, что ширина больше длины. Я, конечно, его постирала, потянула немножко, но мне кажется, в таком виде плед смотрится намного лучше. Итак, кто желает связать такой плед, можете продолжить смотреть мой ролик, так как во второй части я буду показывать, как я вязала вот такой красивый узор. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока. Я хочу представить вам мастер-класс по узору, которым я вязала плед для малышки. Вот так выглядит схема этого узора. Узор я нашла в свободном доступе в интернете. И так, приступим. Раппорт узора составляет 11 петель. Для образца мы наберем 11 петель раппорта, 1 петля для симметрии и 2 кромочные петли. Итого у нас получается 14 петель. Я набираю самым обычным способом. Вы набираете тем способом, который вам удобен. Так, для вязания образца я выбрала пряжу деревенька и чулочные спицы номер 4. Итак, первый ряд, это установочный, я провязываю все петли лицевые. Итак, первый ряд узора. Кромочную петлю снимаем. Первую петлю провязываем лицевой. Затем 2 петли вместе с наклоном вправо. 4 петли лицевых. 1, 2, 3, 4. Накид. Лицевая петля. Накид. Лицевая петля. 2 петли вместе с наклоном влево. Лицевая петля. И кромочная. Изнаночный ряд провязываем по узору. Все петли провязываем изнаночными. Так, второй ряд. Кромочную снимаем. 1 петля лицевая. 2 петли вместе с наклоном вправо. 3 лицевых. 1, 2, 3. Накид. Лицевая петля, накид, 2 лицевых и 2 петли вместе с наклоном влево. Лицевая петля, кромочную. Кромочную я всегда провязываю изнанкой. Все изнаночные ряды, все четные ряды
мы провязываем изнаночными петлями. Третий лицевой ряд. Кромочную снимаем, лицевая петля, 2 петли вместе лицевой. Начало всегда у нас одно и то же. Кромочную снимаем, провязываем лицевую петлю, затем 2 вместе. Затем 2 петли лицевых, 1, 2, накид, лицевая петля, накид и 3 петли лицевых. 1, 2, 3. Окончание узора у нас всегда одинаковое. Также 2 петли вместе с наклоном влево, лицевая петля и изнанка. Следующий ряд. Принцип вязания у нас получается один и тот же. Кромочную снимаем, лицевая петля, 2 вместе с наклоном вправо. Здесь у нас 1 лицевая, накид, лицевая, накид и 4 лицевых петли. И 2 вместе с наклоном влево. Лицевая петля и кромочная. Следующий 9 ряд. 1 лицевая, 2 вместе с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 2 вместе с наклоном влево, лицевая и кромочная. 11 ряд. Теперь у нас произойдет смена узора. В первой части у нас накиды идут с наклоном вправо. Сейчас накиды пойдут с наклоном влево. Вот так выглядит узор. Выглядит на данный момент часть узора. Следующий ряд. Кромочная. Так, простите, петелька убежала. Так, лицевая петля. 2 вместе с наклоном вправо. Лицевая петля. Накид. Лицевая. Накид. 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. 2 вместе с наклоном влево. Лицевая и кромочная. Следующий ряд. Лицевая, кромочная, лицевая, 2 вместе, 2 лицевых, 1, 2, накид, лицевая, накид, 3 лицевых, 1, 2, 3, 2 вместе, лицевая, кромочная. Следующий ряд. Кромочная, лицевая, 2 вместе, 3 лицевых, 1, 2, 3, накид, лицевая, накид, 2 лицевых, 1, 2, 2 вместе, лицом, лицевая, кромочная. Вы знаете, этот узор очень легко запоминается. Единственное, что здесь немножко надо, ну, как сказать, считать петли, да, чтобы у меня случается, когда я вяжу быстро, что я могу пропустить накид, либо провязать не ту петелечку вместе, потому что между раппортами получается 1 лицевая петля. Вот, допустим, у нас начало раппорта, да, и вот после, так как раппорт у нас заканчивается лицевой петлей, соответственно, начинается он с 2 петель вместе. И иногда бывает, что вот эту петельку, которая у меня идет посередине между
петель, которые провязаны 2 вместе. Бывает, что я ее провязываю, ну, немножко неправильно. Захватываю сюда, провязывая вместе. Поэтому, в принципе, узор запоминается очень просто. Следующий ряд. Кромочная, лицевая, 2 вместе, 4 лицевых, 1, 2, 3, 4, накид, лицевая, накид, 1 лицевая, 2 вместе, лицевая, кромочная. Вот. И следующий конечный ряд у нас будет провязан по тому же принципу. Сейчас провяжем быстренько изнаночный ряд. Я надеюсь, мой мастер-класс вам понятен, и вы сможете очень легко применить этот узор в каком-нибудь из своих изделий. Итак, последний ряд раппорта. Кромочная, лицевая, 2 вместе, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид, лицевая, накид, 2 вместе, лицевая, кромочная. Вот так выглядит наш раппорт. Очень такой интересный узор получается. Надеюсь, вам все было понятно. Благодарю всех, кто досмотрел этот ролик до конца. Приглашаю вас подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. Писать комментарии, если что-то вдруг было непонятно. Желаю вам всем здоровья. До новых встреч. Пока-пока.